Находился я тогда в плачевном состоянии, в момент болезни коронавирусом. Я переживал за свое состояние, потому что буквально не за горами был у нас чемпионат мира по спортивному ориентированию. 2 недели я пропил, и за неделю до стартов я перестал пить препарат. И не скажу, что мне было очень легко, тут не может быть легко после такой тяжелой болезни, но нагрузку, в принципе, я переваривал. То есть после спринта я приехал весь никакущий мертвый, на следующий день бежать, в принципе, я успел восстановиться, чему я был удивлен. Наше видео вообще смотрел на ютубе где-нибудь? Нет, слушай, это мне все Леха рассказал, что у вас там чудо-препараты. Я поверил. Ну, на самом деле, в принципе, я думаю, что они работают, потому что после короны такой уровень гемоглобина поднять, я думаю, это не моя заслуга. Ну да, это синтезит такая вещь очень... Некоторые люди считают, что она чудесная, но на самом деле как бы чудес тут никаких нет. Есть просто немножечко другое железо, да, чем можно приобрести где-то в аптеках, там, в интернет-магазинах, и оно работает, что самое крутое. Причем работает в целом комплексе состояний, да, то есть это восстановление кроветворной системы и там аллергии, дерматиты, рост волос, рост ногтей тот же самый, да, там, то есть пищеварение, восстановление внутренних органов, регенерация. В общем, я тогда предлагаю вот с этого момента, так сказать, начать наше знакомство. Да. Уважаемые зрители, здравствуйте. У нас сегодня на нашем канале Синтезит спортсмен. Его зовут Егор, его фамилия Зорин. Меня зовут Александр. Мы сегодня разговариваем о первом опыте приема биоактивного минерала синтезит. Егор познакомился с синтезитом достаточно необычным образом. Дело в том, что у меня есть знакомый, он также спортсмен, также профессиональный спортсмен, и получив от упаковки синтезита, он дал одну упаковочку на пробу Егору, сказав, что вот интересный результат какой-то будет. Егор, в свою очередь попрошу вот вас сейчас нашим зрителям рассказать, так сказать, свою историю знакомства с синтезитом, в каком состоянии вы входили в прием синтезита, да, и что вы почувствовали, но фактически, да, то есть без всяких переукрас, как мы обычно это делаем, то есть только, как бы говоря, свои собственные субъективные ощущения, объективные результаты, да, то, что вы видели, как это все у вас было. Давайте, слово за вами. Во-первых, здравствуйте. Да, действительно, этот препарат посоветовал мне мой товарищ. Находился я тогда в плачевном состоянии, в момент болезни коронавирусом. Я переживал за свое состояние, потому что буквально не за горами был у нас чемпионат мира по спортивному ориентированию. Оставалось 3 недели, и я не понимал, как я буду восстанавливаться и что я буду делать. Но решил попробовать. Пропив препарат около 2 недель, я пошел сдавать тест на биохимию, и меня приятно удивили результаты. То есть мой уровень гемоглобина был 158, хотя врачи говорят, что после коронавируса происходит анемия. Но показатели показателями, я свое физическое состояние начал поправлять заметно, потому что работу я никакую не выполнял, соответственно, нагрузка на сердце высокая. И после приема препарата я почувствовал, что я не то чтобы стал там сильнее или выносливее, но я начал переваривать хотя бы ту работу, которую я себе запланировал. Я считаю, что мне это сильно помогло. Я особо никаких витаминов других не пил, кроме витамина С и большого количества воды. В общем, вот какие-то вот такие вот вещи, они субъективные, но в нашем деле так и должно быть. Если тебе становится легче, значит, это работает. Ну да, но тем более против анализа гемоглобина, который должен был понизиться, да, а он как бы Не, в да. норме, да, но тут уже тоже, так сказать, не попрешь. Скажите, пожалуйста, то есть получается, вы в момент своей болезни, не принимая каких-либо других препаратов, использовали только синтезит, получается, или что? Да, да, и витамин С. То есть Или- я пережи- переживал, что после коронавируса печень не так загружена лишними вещами. Попробовал только вот это. И получается, что через 3 недели после начала приема вы выступали на соревнованиях. Около того, да. То есть 2 недели я пропил, и за неделю до стартов я перестал пить препарат. Да.
И, ну, не скажу, что мне было очень легко, тут не может быть легко после такой тяжелой болезни, но нагрузку, в принципе, я переваривал. То есть после спринта я приехал весь никакущий мертвый, на следующий день бежать, в принципе, я успел остановиться, чему я был удивлен. Ну, замечательно, да. Это прям, так сказать, 3 недели. А здорового человека, это как, который там какой-то простудой поболеет, да, ему врачи говорят, неделю еще лежи дома, ничего не делай, а тут такая серьезная штука. И насколько я знаю, эти соревнования, это был какой-то чемпионат мира, да, если я прав. Да, я занимаюсь спортивным ориентированием на лыжах. Это был чемпионат мира в Эстонии, в городе Каярику, около Отепя. Я не скажу, что я выступил замечательно, то есть все равно болезнь дает о себе знать. Но я говорю, то есть самое главное, это мои ощущения, что я, ну, мог держать скорость. Ну, то есть бывает такое, спортсмены знают, что тебя просто выключает, и ты сделать вообще ничего не можешь. Такого у меня не было. Но организм в целом был в таком рабочем состоянии, если это можно назвать таковым, после там, месячного практически бездействия. Угу. То Вот. есть с минимальными какими-то предварительными тренировками вы пошли вот на чемпионат и выжили. Да, я никому, конечно, не рекомендую такого делать, но выбор был такой, ехать или не ехать. И, ну, я не был худшим из нашей команды. То есть было, я бежал, участвовал 3 дня, но все дни я был, так скажем, не худшим. Конечно, такая себе заслуга, но ребята не Ну, болели. ну да, но все равно, да, то есть выступили, как говорится, лицом, были не худшим, да, и после такого серьезного, как бы это интересно. Ну, хорошо, интересно было бы, конечно, посмотреть, как ваш организм отреагировал бы на нормальное, на нормальный прием в нормальном состоянии, да, просто в процессе тренировок, и как бы вы выступили тогда. Потому что, как бы, вот этот результат, он, конечно, очень такой интересный, но тут, ну да, да, я такого ни разу не слышал. Я бы, наверное, не рискнул, наверное. Я сам этим заболеванием болел этим летом. А, и у меня началось все с того, что я просто утром начал кашлять, а в обед я в первый раз встал вот из-за этого стола, и у меня закружилась голова, как будто я вот там наклонился, что-то делал долго, и потом резко встал. И эти симптомы, они за часа полтора прогрессировали очень сильно. У меня начала голова уже кружиться просто, когда я просто ходил по офису, то есть меня уже начинало шатать. Я выпил 4 капсулы, и через 30 минут все эти симптомы прошли. Вот самое интересное, такой быстрый результат был. Все, на следующий день опять 4 капсулы, эти симптомы уже не возвращались. Через 3 дня у меня пропало обоняние, вот, и еще через 4 дня после начала, я на 5-м этаже живу, у нас нет лифта, и я почувствовал, что вот как бы мне стало тяжелее подниматься наверх. Это все продлилось примерно неделю, и все. И вот как бы вот тебе и синтезит, вот, Но это, получается. да, очень хороший результат. Мгм. А у меня немного по-другому было. 4 дня температуры, 39,5. Обоняние пропало, точнее как, не полностью. Запаха не было, вкус я чувствовал. Температура на 5-й день упала полностью. Вроде бы как на поправление пошел, но самочувствие около, наверное, 10 дней было никакое. Вот как правильно говоришь, что голова кружилась. Вокруг дома обойти и все, спать на час. А принимать я начал не сразу, то есть я не знал об этом. Ну вот я уже обратился к товарищу, говорю, слушай, какие есть витамины, чтобы помочь мне восстановиться. Такая вот ситуация. Но он посоветовал, он сам еще о нем, я так понимаю, немного знал. Ну, я думаю, почему не попробовать? Попробовал, и действительно, да. Ну, то есть у меня не было там резкого, что я выпил, и раз, о, чудо, все хорошо. Но я чувствовал, что я каждый день мне становится легче. Я пил по две капсулы. Вот, То да, есть там да, по две я пил. важное такое замечание. Ну хорошо, хорошо, ладно. Я благодарю за предоставленную возможность связаться по видеосвязи. Я рад, что вам понравился синтезит, несмотря на то, что вы ничего про него не знали. Для вас это было просто какое-то вот железо, которое вам знакомый, да, так сказать, Да, да. подарил, Просто я хороший друг. попробовал. Да, попробовали, Я получили результат. попробовал и не разочаровался. Сейчас вот я жду, когда придет ему еще партия. Уже договорился с ним на еще одну баночку. Ну хорошо, ладно. Тогда будем ждать дальнейших ваших результатов, дальнейшего прогресса. Будем, так сказать, на связи. Спасибо большое за предоставленное Хорошо. время. Всего хорошего. До свидания. Вам спасибо. До свидания. Уважаемые зрители, подписывайтесь на канал. Всего хорошего. До свидания.